В детстве мы представляли себе совершенные райские острова, расположенные где-то очень и очень далеко, сокрытые вдали от нашего мира. Там, где земля сливается с небом, нас ждали пляжи с белоснежным песком и лазурной, прозрачной водой. Эти недостижимые места утопали в густой зелени тропических лесов. Здесь мы могли бы укрыться от суеты и повседневных забот, наслаждаясь истинным покоем. И казалось, что такой рай существует только в воображении. Но что, если он действительно существует? И вот мы на Сейшелах, в том самом месте, где мы нашли этот рай. А что он из себя представляет, об этом мы сейчас и поговорим. Так какие же они, Сейшельские острова? Правда ли, что сюда могут попасть только богатые туристы? Или же это всего-навсего миф? Почему об этих островах мечтают толпы людей и чем уникальна именно эта часть света? И прежде, чем мы ответим на эти вопросы, поддержите нас, пожалуйста, лайком и подпиской, а также оставляйте комментарии, ведь этим вы помогаете другим людям увидеть это видео. Мы отправились в путешествие по Сейшельским островам. То, что нам удалось увидеть, поразило нас до глубины души. И в этом видео мы хотим поделиться нашим опытом и нашими впечатлениями. Нашу историю мы начнем с гигантской сейшельской черепахи по имени Перкобе. Ему 16 лет, и он живет прямо в саду в одном из маленьких кафе главного острова Сейшел – острова Майя. На Майе проживает примерно 75% всего населения Сейшел, а на соседних с Майя островах Праслин-и-Ладик еще 10%. Вообще, Сейшелы – это не отдельная точка на карте и не один единственный остров. Сейшелы – это большая группа островов, расположенная к северу от Мадагаскара. При этом привычный в нашем понимании город можно встретить только на Майе. Именно с Майи у большинства путешественников начинается открытие Сейшел, собственно, как и у нас. Многие стремятся покинуть этот остров, чтобы отправиться на другие, менее загруженные. Но это ошибка, потому что Майе есть что предложить. Здесь есть не только огромное количество тропических лесов, но и прекрасные пляжи, расположенные со всех сторон острова, не говоря уже о том, что именно здесь мы встретили нашу первую гигантскую черепаху – Перкобе. Кстати, имя Перкобе – это его креольское имя. Креольский язык – это один из 3 официальных языков на Сейшелах, наряду с английским и французским. Это такая смесь французского с английским, которая звучит примерно вот так. Moi, une femme créole. Moi, suis née ici. Et moi, je l'aime parler créole, comme on peut parler créole. Перкобе – это чудо острова Майя, но оно всего лишь одно из многих. И прежде чем мы отправимся на изучение острова, упомянем несколько интересных фактов о Сейшелах, чтобы получить более хорошее представление об этой стране в целом. Когда Сейшелы еще были не заселены людьми, пираты пользовались этими островами как местом для укрытия после набегов на торговые пути между Азией и Африкой, пока французы серьезно не взялись за контроль этих территорий. Свое название Сейшелы получили от фамилии Жана Муро де Сейшеля, министра финансов Франции. Сегодня же Сейшелы – это страна без коренного населения, которая состоит из потомков иммигрантов, прибывших на острова после французской колонизации. Ими были африканские рабы, а позднее крепостные из Южной Азии. Интересно, что 99% территории страны занимает вода. На островах царит матриархат. Сейшелы – это вообще одно из немногих мест в мире, где матриархат царит в обществе. Женщины, а именно матери, здесь являются главами дома. Они контролируют расходы и вносят решающую лепту в будущее своей семьи. Мужчины, конечно, тоже играют значимую роль благодаря своим доходам, но вот в бытовой сфере они почти ничего не решают. А еще Сейшелы – это мир гигантских черепах.
здесь проживает один из 2 самых крупных видов черепах в мире, и мы увидим их еще в выпуске не раз. И теперь, получив представление о стране, вернемся к главному острову Майя. На Майе расположена столица Сейшел, город Виктория, который назван в честь британской королевы. По совместительству Виктория – это самая малонаселенная столица в Африке. Вместе с пригородами здесь проживает порядка 27 тысяч человек, и ее площадь составляет всего 21 квадратный километр. Обойти город можно всего за пару часов. И, конечно, у столь малого города достопримечательностей совсем немного. Мы насчитали 4. Тут есть сувениры старой доброй Англии, серебристая часовая башня, копия Литл Бена. Пожалуй, самая главная достопримечательность Виктории. Рядом католический собор непорочного зачатия во французском стиле. А из новейшего вклада в местную эклектику стоит отметить единственный на Сейшелах индуистский храм Винайгара, возведенный в 1992 году. В городе, кстати, можно заглянуть еще за экзотическими фруктами и специями на рынок сэра Сельвин Кларка. Позади меня главный рынок города Виктория. По совместительству здесь не только можно посмотреть на быт местных горожан, но также попробовать какие-то экзотические фрукты. Или, например, попить кокоса в жаркий день. Здесь даже можно купить мясо рифовой акулы, если очень захочется. Но да, выглядит оно не слишком аппетитно. На удивление, на острове довольно скудный ассортимент фруктов, и связано это с тем, что в свое время с континентальной Африки, из Европы и Азии на острова вместе с путешественниками попадали фруктовые мошки, которые активно расплодились на островах и съели огромное количество фруктов на острове. И чтобы остановить эту эпидемию, было решено временно убрать определенные фрукты из обихода островитян. По крайней мере, так нам сказали местные жители. Но в целом, на этом все интересности столицы заканчиваются. Да и будем честны, никто не едет на Сейшелы ради городов. Сюда едут ради тропических лесов и волшебных пляжей. И на Майе можно найти и то, и другое. Но вот чтобы добраться до этих видов, придется арендовать автомобиль. И тут сразу несколько моментов. Во-первых, автомобиль на острове лучше бронировать хотя бы за пару недель. Во-вторых, дорожное движение на острове левостороннее, а потому потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к езде по острову. К счастью, максимально допустимая скорость на острове почти везде 40 км в час. Что же касается дорог, то в большинстве случаев они хорошего качества, но очень часто можно наблюдать глубокие канавы на обочинах. Поэтому приходится еще следить и за тем, чтобы ненароком не съехать с дороги. А дороги-то узкие. Соответственно, если хотя бы одно колесо туда попадет, то все, это ты садишься на днище, в лучшем случае, и просто ждешь эвакуатора. И никаких вообще защит нет против этого. Да. То есть тебе просто нужно не ошибаться, пока ты ведешь. Но в целом, после небольшого количества практики, вождение на Сейшелах перестает напрягать. Автобусы на острове тоже есть, и даже очень дешевые. Но тут есть одна загвоздка. Есть общественный транспорт, но в общественный транспорт, во-первых, нельзя с багажом, а во-вторых, эти общественные маршруты, они такие довольно скудные, то есть они, как правило, между городами и возят. Взяв автомобиль в аренду, имеет смысл сразу же отправляться дальше, чтобы насладиться прекрасной сейшельской природой. Для этого можно доехать до трейла Анс-Мажор. Это такая тропа, которая находится на каменистом побережье острова с его впечатляющими скальными обрывами. А заканчивается она на маленьком уединенном пляже Анс-Мажор, куда мы, собственно, и хотели попасть. Заплатив 100 сейшельских рупий за вход, ты попадаешь на красочный путь сквозь девственные тропические леса. Пробираться по этой тропе – это настоящее небольшое приключение, так как тропа ведет через лес и по каменистым участкам. Местами даже придется идти напрямую по воде.
Но зато открывающиеся по пути виды действительно стоят того и дают мотивацию двигаться дальше. Здесь же по пути уже попадается большое количество знаменитых сейшельских гранитных камней и скал. Но, конечно, жемчужина всего маршрута – это сам пляж Анс-Мажор, красивый и труднодоступный. Далеко не каждый сможет сюда добраться. И именно поэтому пляж славится своей уединенностью и спокойствием, что делает его прекрасным местом для отдыха и релаксации. Здесь можно насладиться кристально чистой водой, плаванием с маской для наблюдения за красочным подводным миром или просто поваляться под теплым солнцем на белом песке. 45 минут вот этого скалолазания, они того стоили 100%. Просто только мы на прекрасном пляже, под потрясающие звуки. Нет никакой связи, нет никаких соблазнов на что-то отвлекаться, кроме природы. Ты просто лежишь, наслаждаешься и больше ничего не можешь делать, и слава богу. Никаких интернетов, вай-фаев, людей, вообще ничего нет. Только ты и природа. Фантастика. И действительно, поскольку Анс-Мажор находится в отдалении от крупных курортов и жилых районов, на пляже бывает очень мало посетителей, а иногда можно даже и вовсе остаться одному, что добавляет пляжу дополнительного очарования. Для тех же, кто не способен преодолеть часовой поход к пляжу, есть возможность найти себе катерное такси, что, конечно же, будет стоить дополнительных денег. На пляже Анс-Мажор есть небольшой пляжный бар, который принимает только наличные. Поэтому, если вы не собираетесь брать с собой упакованный обед, убедитесь, что у вас есть наличные, чтобы не остаться голодными. Анс-Мажор – это не просто пляж. Это такой особенный пляж на острове Майя. Это наш самый первый пляж на Сейшелах, и, само собой, он занимает особенное место в нашей душе сейчас. Это прям девственный, природный уголок без цивилизации. Я такого никогда не видела еще, чтобы, вот вообще никого не было. Сколько реклам Баунти мы ставим этому пляжу из 3? Из 3? 3. А что ты сразу сказала из 3? Я должна была сказать 3, и ты такой, из скольки? Я такая... Шум океана, шелест пальмовых листьев и звуки крыльев пролетающих мимо нас летучих лисиц. Вот что представляет из себя Анс-Мажор. Вообще, Майя – это в целом остров, полный интересных маршрутов. Следующая точка, которую обязательно необходимо посетить, будучи на Майя, это Каполия Трейл. Это такая тропа, которая находится в национальном парке Морн-Сейшелуа и ведет к Каполии, горной вершине высотой в 497 метров. Чтобы войти на маршрут, нужно заплатить 100 сейшельских рупий. Тропа же тянется через тенистый лес до плато, с которого туристы могут насладиться прекрасным панорамным видом на столицу Викторию и на всю восточную часть острова. Но чтобы добраться до конечной точки маршрута, в данном случае придется изрядно попотеть. На протяжении примерно 1,5 километров придется подниматься по многочисленным крутым склонам, из-за чего в какой-то момент воздуха в легких становится поистине мало. Такого я еще не видела. Я больше не могу. Ну надо, весь мир на тебя смотрит. Сам маршрут, конечно, живописен, так как полностью проходит через девственный лес. Но именно конечная точка маршрута производит вау-эффект, ведь как только ты оказываешься здесь, все трудности подъема моментально забываются и кажутся малозначительными. Потому что взору открывается вся панорама острова.
особенно ясные дни вид отсюда даже простирается до Праслина и Ладиг. Эта вершина не просто место, где можно насладиться красивыми видами, но также своеобразный символ преодоления трудностей пройденного пути. Такая особенная награда. И здесь не просто имеет смысл, но необходимо задержаться на какое-то время, чтобы просто погрузиться в свои мысли, наслаждаясь видами, и на какое-то время отключиться от внешнего мира. И весь долгий, изнуряющий подъем в эту точку точно стоит того. Но, кстати, взобрались мы сюда не с первого раза. И вот почему. Погода на Майе может быть несколько нестабильной, и это связано с сезонностью на островах. Ну как погодка? Шепчет, уезжайте. Детально об этом мы поговорим подробнее в следующем выпуске. На деле же из-за ливней мы смогли взобраться на вершину маршрута, лишь приехав сюда во второй раз, спустя несколько дней после нашей первой попытки. И если во время вашего пребывания вы тоже попадете под проливные тропические дожди, то вот хороший лайфхак, как переждать непогоду на Сейшелах. Вдоль побережья Майя находится большое количество уютных и красивых прибрежных кафешек, где можно переждать непогоду. Выпейте здесь кофе, и, скорее всего, очень-очень скоро погода наладится. Да и вообще, не стоит забывать, что Сейшелы – это райское место, и что пляжи здесь приятны в любую погоду. Но, безусловно, попав на Сейшелы, хочется не только искупаться в теплейшем Индийском океане, но и вдоволь полежать под теплым сейшельским солнцем. И так как нам не слишком повезло с погодой на Майе в первое наше пребывание, мы решили отправиться к другим островам, и, забегая вперед, нам повезло. Но в целом нужно сказать, что Майя – это идеальное место для старта путешествия по Сейшелам. Здесь можно получить хорошее первое представление о стране и заодно насладиться первыми райскими видами. И вот места, которые мы сами успели посетить и которые можем порекомендовать. Это правда, что не Майя едино прекрасны Сейшелы. Близлежащие острова Праслин и Ладиг достойны не меньшего внимания. А чтобы до них добраться, легче всего взять билет на паром. Между тремя основными островами, Майя, Праслин и Ладиг, регулярно курсируют скоростные паромы, которые помогают местным и туристам передвигаться с острова на остров. Чтобы перебираться с одного острова на другой, в Сейшелах нужно плыть на пароме. И чтобы купить билет на этот паром, есть две опции. Собственно, первая опция – купить билет прямо здесь, рядом с паромом. Вторая опция – купить его заранее, онлайн. Тогда не придется стоять здесь в очереди. Довольно сложная система. Кстати, билеты иногда имеет смысл покупать заранее, так как есть шанс, что мест может просто-напросто не хватить на всех. Конечно, на эти паромы помещается огромная куча людей. Мы когда стояли в очереди, поверить не могли, что столько людей сюда Вся поместится. очередь поместилась, еще даже места остались. Поразительно. А если же вы приехали слишком рано, то на каждом из островов есть кафешки, где можно спокойно дождаться своей посадки. Мы выбрали нашей следующей остановкой остров Праслин. И так как паромы перемещаются с достаточно большой скоростью, на острове мы оказались уже спустя 1,5 часа плавания. Да и, честно говоря, само это мини-путешествие между островами очень даже приятно. Сказав пока непогоде на Майе, мы оказались на солнечном Праслине. И первое, что нужно знать о Праслине, Праслин – это не Майя.
Прасвин, хотя и является вторым по величине островом Сейшел, отличается гораздо более спокойной атмосферой и гораздо меньшим количеством населения и туристов. Так, Майя обладает более оживленной атмосферой благодаря своей крупной площади и более развитой инфраструктуре. На Майе можно найти больше ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Прасвин, с другой стороны, обычно предлагает более спокойный и уединенный опыт, идеально подходящий для отдыха и релаксации на пляжах и в окружении природы. И, пожалуй, в этом и заключается главная фишка Прасвина – в его пляжах. Местные пляжи – это прям вау! Например, вот такой пляж мы нашли непосредственно возле апартаментов, которые мы сняли на острове. Этот пляж даже не имеет названия и не обозначен на карте. Согласитесь, очень редко можно встретить пляж такого качества, про который словно бы забыли. Мы на Мальдивах! Мы на Сейшелах! Я забыла. Здесь ослепляющий белоснежный песок, вода цвета лазури, тень пальм и гранитные камни Сейшел. Но здесь абсолютно никого нет, и это очень здорово. Но, конечно, на острове есть и пляжи, которые известны на весь мир. И чтобы добраться до них, как и на Майе, обязательно потребуется автомобиль. И особенно Праслин славится двумя пляжами. Анс-Лацио, который часто признают одним из лучших пляжей мира, и Анс-Жоржет, который нам показался едва ли не лучшим пляжем на Сейшелах. И начнем мы с Анс-Лацио. Анс-Лацио находится на самом северо-востоке острова, и доступ к нему абсолютно свободный. Единственное, что за парковку все же придется заплатить. Сколько парковка стоила? Примерно 6-7 евро. Очень дорого на самом деле, но надеемся, что пляж будет стоить того. Цена несколько кусается, но пляж действительно стоит того. И все потому, что Анс-Лацио – это не просто пляж, это настоящая жемчужина среди тропических красот. Только представьте, мягкий белый песок, мерцающий под лучами солнца, пляж, протянутый вдоль бирюзовой лазури моря, пальмы, свисающие над водой. Все это создает идеальную картину для момента полного покоя, ну или для классных фотографий. Людей здесь совсем немного, а чистый, прозрачный и очень теплый океан приглашает окунуться в свои воды. Несомненно, Анс-Лацио – это место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни, чтобы почувствовать весь великолепный дар природы и насладиться тихой и спокойной гармонией тропиков. Еще одно место, обязательное к посещению. Наоборот. Йо-йо-йо. А теперь немного о другом до умопомрачения прекрасном пляже – Анс-Жоржет. Попасть к нему несколько сложнее, так как он находится на территории отеля Лемурия. Но благо на Сейшелах есть прекрасный закон, который объявляет все пляжи в стране публичными, а следовательно... Отель не может блокировать доступ к этому пляжу, они просто поставили ограждение, через них можно пройти, но не проехать. Поэтому машину мы оставили за пределами этого отеля и собираемся пешочком прогуляться прямо до прекрасных пляжей. Поэтому, несмотря на то, что Анс-Жоржет фактически находится на территории отеля, каждый может попасть на пляж, просто пройдя через территорию Лемурии. Ну что, милый, в следующий раз мы в такой отельчик? Ну, как минимум в такой отель. Дорога до пляжа через территорию отеля занимает всего примерно 15 минут, а сам по себе отель – это рай для любителей гольфа, потому за территорией отеля довольно интересно наблюдать. Да и сама прогулка до пляжа очень приятно освежает, так, словно гуляешь по какому-то большому и ухоженному парку. И наградой за прогулку становится сам пляж Анс-Жоржет. От красоты этого пляжа буквально устают глаза.
Он настолько яркий, что без солнцезащитных очков здесь просто трудно находиться. Вода же словно светится под ярким солнцем Сейшел. Как нам кажется, именно так должен и выглядеть по-настоящему райский пляж. Здесь же, к слову, мы увидели наших первых сейшельских скатов, подплывших прямо к самому берегу. Без преувеличения, попадая сюда, уходить уже не захочется. В целом, как Анс Лацио, так и Анс Жоржет потрясающие. А потому, если есть возможность посетить оба этих пляжа, то обязательно сделайте это. Вы не пожалеете. Праслин обладает большим количеством шикарных пляжей. И вот список мест на острове, который, как нам кажется, точно не следует пропускать, оказавшись здесь. Кроме красивых пляжей, на Праслине мы неожиданно для себя обнаружили еще одну вещь – кокосы. Это самая лучшая и доступная еда, которую можно найти на Сейшельских островах. На острове есть такая особенность, здесь из-за климата совершенно не хочется есть. Вот. Но есть альтернатива, это кокосы. Их молочко довольно калорийно и очень питательно, поэтому уже, наверное, третий день мы обедаем вот так, и действительно до вечера вообще не хочется ничего потом другого. Кокосов на островах много, но самостоятельно вскрывать их дело нелегкое и неблагодарное. Это выглядит даже гораздо менее опасно, чем это на самом деле. Поэтому не повторяйте это дома. В общем, там что-то течет с него. Возможно, это моя кровь уже. Та-да! Оно того стоило. На вкус хорошо, но очень мало, поэтому недозревшие кокосы, они не имеют смысла их взламывать. Кокосы – это реально отличная еда, потому что в большинстве местных ресторанов и кафе кухня не слишком вариативная и основана преимущественно на жирном и на жареном, что, честно говоря, не слишком подходит под жаркий и влажный климат Сейшел. Меню местных ресторанов в основном состоит из бургеров, пиццы, жареной рыбы и картошки в разном исполнении. При этом блюда наподобие овощных салатов стоят достаточно дорого, поэтому нужно быть готовым, что за вкусную и легкую еду придется либо переплатить, либо придется довольствоваться более калорийным ассортиментом. Разве что стоит упомянуть фруктовые боулы, которые здесь нам попадались отменные, и не только освежали нас во время прогулок, но и насыщали на весь день. Но кокосам все же отдельный респект. Но возвращаясь к прекрасной природе Сейшел, хочется сказать, что несмотря на то, что Праслин до умопомрачения прекрасный остров, все же посетив самые красивые места на нем, имеет смысл выделить один день на посещение соседнего с Праслином острова под названием Курьоз. Добраться самостоятельно до Курьоза сложно, но с Праслина ежедневно отправляются частные групповые экскурсии, которые доставляют катером на остров. Такие экскурсии легко найти просто на Google картах или же на многочисленных рекламных листах во многих отелях острова. Отправление обычно происходит примерно в 9 утра, где катер с гидом подбирает туристов на одном из пляжей Праслина. Программа такой вылазки всегда примерно одна и та же, и начинается она с плавания вдоль острова. В солнечный день плыть по мягким волнам Индийского океана доставляет огромное удовольствие. За бортом проносятся красивые виды Праслина с уже знакомыми нам пляжами Анс Жоржет и Анс Лацио. Как тебе красота местной природы?
Она красивая и природная. Вот. На самом деле потрясает каждый день. Кажется, что можно привыкнуть, но не получается. Итак, примерно спустя 40 минут плавания катер подплывает к острову Курьос. Курьос – это небольшой гранитный остров Сейшельского архипелага, расположенный чуть более километра к северу от острова Праслин. Ранее остров носил название Иль-Руж из-за цвета почв. В 1768 году остров получил современное название в честь шхуны под командованием Мариона Дюфрена, объявившего территорию французским владением. В XIX веке правительство Маврикия устроило на острове лепризорий, и до XX века жителями Курьоза были лишь врачи и больные. Кстати, руины поселения прокаженных сохранились на острове до сих пор и теперь сливаются с пейзажем. Достаточно жутковатое место, если знать, от насколько опасной болезни страдали местные пациенты. Кстати, сегодня остров известен как одно из двух мест наряду с Праслин, где произрастает сейшельская пальма. Это такая пальма, которая дает орехи, которые формой и размером очень напоминают женские ягодицы. Этот орех невозможно увидеть больше нигде в мире. Казалось бы, у орехов не обязательно такое применение, но так тоже очень хорошо работает. Многие туристы, прибывшие на этот остров, сразу же отправляются в бухту Бейларе, где находится главное сокровище этого острова, которое мы вот-вот увидим. Но прежде чем отправиться туда, имеет смысл немного задержаться, чтобы искупаться на прекраснейшем пляже Святого Хосе. Путь от пляжа до Бейларе проходит через густые мангровые леса и является одним из самых живописных мест на острове. По пути, например, можно увидеть огромную колонию разноцветных крабов, которые даже не боятся людей. Красные гигантские крабы также чувствуют себя здесь отменно. Но главная достопримечательность острова – это, конечно же, большая колония гигантских сейшельских черепах. На Курьозе проживает аж несколько сотен этих прекрасных созданий в специально созданном для них заповеднике, где можно не только полюбоваться их повседневной рутиной, но и пообщаться с черепахами. Черепахи называются гигантскими, и раньше они жили на всех африканских островах, пока их не начали истреблять браконьеры. Почему я заговариваюсь? Они жили на африканских островах, пока их не начали в 17 веке истреблять браконьеры. Я не могу. Они жили в... Даже она замерла. Так а что происходит? В 19 веке они жили только на одном острове Сейшел. На всех остальных островах они были истреблены. Их истребляли ради мяса, ради кожи, их красивой, потрясающей, ради панцирей, ради сувениров. И так как они остались всего на одном острове, правительство Сейшела решило спасти этот вымирающий вид и начали вести активную программу по спасению. Теперь они населяют множество островов Сейшел и чувствуют себя прекрасно. Они очень любят людей, они к ним тянутся, они очень тактильные. Их можно гладить вот как кошенек, и они кайфуют и не двигаются при этом. Поэтому здесь человек проявил заботу и спас вымирающий вид. Хотя из-за человека он стал вымирающим. Эти черепахи чувствуют себя здесь, как у Христа за пазухой на самом деле, потому что на Сейшельских островах нет хищников, которые бы охотились на таких черепах, поэтому они просто проживают свою лучшую жизнь. Да? Да? Вот так вот. Черепахи действительно чувствуют себя на этом острове восхитительно. Окруженные заботой и обеспеченные постоянным источником еды, черепахи активно размножаются и распространяются по острову. Таким панцирем с выпуклым это мальчики, а девочки, у них панцирь более гладкий и выглядит вот примерно вот так вот. То есть он вот это мальчик, да, вот это девочка. У него почти нет выпуклости на панцире, и так легко их можно определить по полу. В специальном детском садике черепах выращивают до тех пор, пока никакие хищники на острове больше не способны повредить им, и после этого отпускают черепашек в свободное плавание. Конечно, метафоричное плавание,
потому что эти черепахи плавать не умеют. К тому же, всех черепах здесь помечают GPS-маячком, чтобы лучше следить за их передвижениями на острове. Не всем черепахам, к сожалению, удается жить в таких условиях. Некоторые сейшельские семьи по-прежнему держат черепах в специальных вольерах в качестве домашних животных. Например, наш черепашонок из начала выпуска, Перкобе, свободно живет во внутреннем дворе жилого массива Намая и кажется вполне доволен этим. Но есть и менее приятные примеры. Здравствуйте, госпожа черепашка. И хотя правительство Сейшел проверяет каждый такой вольер на соответствие допустимым нормам, все же складывается ощущение, что далеко не все вольеры действительно комфортны для этих прекрасных животных. Вам тут тесно, маленький. Сейшельские черепахи – это очень медленные создания, но они по-своему полны грации. И интересно, что эти черепахи почти всеядны. Так, они любят листья произрастающих здесь растений, любят есть цветы и даже не отказываются от мяса. Просто обычный день. Ресторан, черепаха. Ест мясо. Черепаха ест мясо. Ну а черепаший кусь – это, конечно, невероятно мило. К тому же, этот черепаший заповедник расположен в невероятно живописном месте, которое в яркий солнечный день просто поражает своей красотой. Это еще одно место, которое нужно обязательно посетить, оказавшись на Сейшелах. Вкупе с путешествием на курьез, туристам, как правило, дают шанс отправиться к миниатюрному, но очень красивому острову под названием Сен-Пьер. Это такой крохотный островок, который словно бы является репрезентацией идеального тропического острова посреди ярких лазурных вод Индийского океана. Сен-Пьер необитаем, и на нем произрастает небольшой тропический сад. Но приезжают сюда не для того, чтобы забраться на Сен-Пьер, а чтобы понырять в чистейших водах вокруг островка и полюбоваться местной подводной фауной. Я готов к погружению. Посмотрю, что еще скрывает от нас Сейшелы. Сейшельские острова – это дом для огромного разнообразия морской жизни. Вы только посмотрите на это великолепие. Но мы, к сожалению, ничего такого возле Сен-Пьера не увидели. Большинство из кораллов здесь уже умерли, и потому морская жизнь здесь уже далеко не такая плотная, как была когда-то. Но тем не менее, это вовсе не значит, что снорклингу на Сейшелах нечего предложить. Потому что тот, кто ищет, тот обязательно находит, пускай не сразу. И буквально на следующий день нам попалась морская черепаха, грациозная и плавно плывущая совсем неподалеку от одного из пляжей еще одного Сейшельского острова – Ладиг. И в связи с этим переместимся на Ладиг. Ладиг – это без преувеличения самый известный остров на Сейшелах. Фактически, это тот самый остров, фотографии которого, как правило, используются для рекламы Сейшел. И для этого есть сразу несколько предпосылок. И сейчас мы посмотрим, чем известен и замечателен именно этот остров. В первую очередь до острова нужно добраться. Это можно сделать только с помощью парома. Мы отправились паромом Cat Rose со станции Напрослин и буквально за 30 минут добрались до Ладиг. Но на Ладиг придется взять такси, чтобы добраться до отеля. За нами прислали отдельную машину, потому что даже несмотря на свои размеры, по Ладигу все равно с чемоданами очень сложно передвигаться.
А все потому, что никакого больше публичного транспорта на острове не имеется. Самое первое и самое очевидное, что бросается в глаза на Ладиг, это то, что буквально весь остров передвигается на велосипедах. Здесь нельзя арендовать автомобиль или мотоцикл, максимум можно арендовать электровелосипед. Но кому-то может не повезти, так как нам и достанется вот такое ржавое корыто. Один велосипед обойдется вам в 10 евро в сутки минимум. Соответственно, на двоих 20 евро в сутки и плюс, откровенно, не самые удобные корытца. Почему мы не взяли электробайки? Потому что они стоят в районе 60 евро в сутки, что дороже даже, чем автомобиль на прослине. Не каждый себе может это позволить, да и откровенно не очень хочется. 120 евро в сутки на пару – это довольно дорого. Поэтому имеем то, что имеем, и ищем что-то получше. Выдвигаемся, кстати, искать новые байки, которые будут хотя бы за ту же цену, но более комфортабельными. Поехали! И так как велосипеды играют такую большую роль, то имеет смысл сделать небольшую экскурсию вдоль острова именно на них. Ладиг настолько небольшой, что велосипеда вполне хватает, чтобы доехать в любую точку острова. Привет. Да и вообще, как нам показалось, весь остров ощущается одним большим курортом, изолированным океаном от внешнего мира и от всей суеты цивилизации. Из-за этого время на Ладиг течет как будто бы немножко медленнее. То же касается и трафика на острове. Здесь очень немного людей даже на такой маленький остров. Единственное, зачем тут нужно следить на дороге, это за переходящими дорогу черепахами. Пожалуйста, еще один черепаший знак. Коих не встретишь в наших краях. На весь Ладиг имеется только одно единственное поселение, совсем небольшое, где живет около 3000 человек. Пляжи острова плавно переходят в городок, где, скажем честно, не так уж много всего и происходит. И в целом это не тот городок, где нужно задерживаться. Сюда имеет смысл приезжать только, чтобы снять денег с банкомата, купить продуктов, либо чтобы зайти в ресторан. Оживленный трафик главной улицы. Ну и, кстати, велосипедами получше также можно разжиться именно здесь. Еще по пути на Ладиг можно встретить большое количество питомцев, которые гуляют весь день напролет по острову и охотно знакомятся с прибывающими людьми. И да, все эти питомцы не бездомные, просто у них есть возможность свободно гулять по острову без каких-либо преград. Что это? Что это такое? Ладиг мгновенно создает очень приятное впечатление о себе и быстро погружает в атмосферу беззаботности. И, немного ознакомившись с островом, имеет смысл отправиться к наиболее известной достопримечательности Ладиг – пляжу Ансурс-Даржан, тому самому пляжу, который считается самым фотографируемым пляжем на свете. Пляж расположен на юго-западе острова. Из-за своей популярности вход к нему платный – 150 рупий с человека. Условно приходится платить не за сам доступ к пляжу, а скорее за посещение парка L'Union Estate, где расположен Ансурс-Даржан и где можно посмотреть на сейшельских черепах или приятно прогуляться по пальмовой роще. Но все же это уловка, так как альтернативных способов добраться до пляжа нет. Пляж Ансурс-Даржан действительно является одним из самых красивых пляжей Сейшел. Он известен своими протяженными уникальными гранитными образованиями, которые без преувеличения впечатляют, особенно в солнечную погоду, когда граниты сверкают и создают прекрасные отражения. Вода здесь обычно спокойна и идеально подходит для купания, а также для снорклинга, благодаря множеству разнообразных морских животных, плавающих в пределах кораллового рифа.
Правда, нужно иметь в виду, что во время отлива воды на пляже буквально становится по колено, что, конечно, не умаляет красоту места. Отдельной фишкой этого пляжа – здесь можно арендовать прозрачные каяки, которые позволяют исследовать морское дно и морскую жизнь прямо под тобой. Из-за того, что воды Ан-Сорс-Даржан кристально чисты, это делает его идеальным местом для подобного опыта. Хотя Ан-Сорс-Даржан посещает большое количество людей, из-за своей протяженности здесь найдется место каждому. К тому же, на интервалах 50 метров здесь можно найти небольшие пляжные кафешки, где можно закупиться освежающими напитками. Этот пляж создан исключительно для полного расслабления. Единственное, о чем здесь приходится думать, это о том, какой именно кусочек этого райского пляжа выбрать для себя. Но, если честно, Ан-Сорс-Даржан, хотя и является самым известным пляжем мира и бесспорно красив, лично в нашем рейтинге не оказался на первом месте. Ведь на севере Ладиг расположен великолепный и очаровательный маленький пляж под названием Анс-Пататес. Каждый день, что мы проводили на Ладиг, мы возвращались к этому пляжу снова и снова. Насытившись прекрасными пляжами Сейшел, мы поняли, что все те вещи, которые ты ожидаешь увидеть на райском пляже, можно найти на Анс-Пататес. Мягкий белый песок имеется. Теплая, чистая, ярко-голубая вода в наличии. Сейшельские гранитные скалы тоже есть. И, кстати, отлично подходят для создания инстаграмных фоток. Анс-Пататес стал для нас именно тем самым пляжем, к которому нас постоянно тянуло и откуда не хотелось уходить. Именно этот пляж мы выбираем своим фаворитом на острове Ладиг. А вообще Ладиг – это именно тот остров, на котором можно потеряться во времени. Тут царит настолько безмятежная атмосфера, что иногда начинает казаться, что нам все это просто снится. Здесь нет больших расстояний, нет шума городов и автомобилей. Тут становишься ближе к природе и постепенно снова начинаешь ощущать себя беззаботным ребенком. В этом роде Ладиг уникален, и, как нам кажется, этот остров способен влюбить в себя без преувеличения абсолютно каждого. И, как и с другими Сейшельскими островами, которые мы посетили, вот список лучших мест Ладиг, достойных вашего внимания. Так что же можно сказать о Сейшелах? Лично у нас не осталось никаких сомнений в том, что Сейшелы – это одно из самых прекрасных мест на планете. От того, сколько удивительных и незабываемых мест нам удалось здесь увидеть, у нас буквально кружилась голова. Сейшелы – это не только бесчисленные райские пляжи и не только девственная тропическая природа. Сейшелы – это еще и место, в котором ты и все твои тревоги растворяются, все рутинные заботы перестают свое существование, и остается только легкость. На этих островах хочется мечтать и хочется жить. Сюда хочется приехать и остаться навсегда. И если есть на нашей планете места, которые можно было бы назвать райскими, то без сомнения Сейшельские острова входят в этот список. Не столь важно, на какой именно остров ты попадаешь. Каждый из островов, на которых побывали мы, подарил особенный и уникальный опыт. Остров Майя показал нам свое разнообразие. Праслин – лучшие пляжи мира. Ладиг – безграничное умиротворение. Как нам кажется, сегодня Сейшелы – это по-прежнему страна, поездку в которую может позволить себе далеко не каждый. Билеты сюда, как правило, дорогие, да и пребывание на островах не самое дешевое. Но также для нас стало очевидным, что каждая проведенная минута на этих волшебных островах окупает себя многократно. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли ехать в эту страну, мы даем свое уверенное «да». Мы благодарим за время, проведенное вместе с нами. Если вам понравилось это видео, то подпишитесь на наш канал и поставьте лайк.
Сейчас же мы прощаемся с райскими Сейшелами, но мы обязательно вернемся к этой стране еще в других выпусках. Поэтому оставайтесь с нами, ведь впереди будет еще много всего интересного.